С дальнейших планов британских на ситуацию в Украине, в какой вариант вы верите больше? В то, что проболтался немецкий министр иностранных дел Вадефуль, говорит, референдум может быть, или в то, что будет некий транзит власти, опять-таки под руководством Британии, для того, чтобы, ну, условно, ну, там, выторговать, может быть, какие-то, не знаю, пару месяцев под выборы или что-то еще, какую-то передышку небольшую, да, привести под любым соусом своего человека, причем соус может быть абсолютно такой миротворческий или абсолютно такой военный. Сейчас же, заметьте, все вот этот Кулеба, который говорил, что мы с лопатами пойдем, он сейчас говорит, у нас нет возможности, значит, надо вот это разумно, надо разум включать. И так смешно, слушайте. Это как, Мендель была такая, помните? Мендель. Ее еще говорили, что у нее роман с Зеленским, когда она была его пресс-секретарем. Юлечка, это ее Да, пресс-секретарь. да. А сейчас сказал, что Ермак страшный человек. Говорит, вообще ужас, опаснейший. А в книге у себя пишет, какой импозантный, какой хороший. Короче, переворачиваются все. Это такой четкий признак того, что хозяева начали как бы дудочку новую запрягать. Зеленскому от этого грустно и грустно. Но суть это дела это не меняет, потому что, простите, когда у вас на носу мирные переговоры, любые, ну там, сейчас вот американцы с россиянами поговорили, да, украинцы там что-то там от Виткова хотят, начальника генштаба возят, тягают, его на работу начальника генштаба. Может, поэтому и такая ерунда на фронте, что начальника генштаба в переговорной группой катают по белу свету. Не, я думаю, Понимаете? здесь всю систему менять надо. Нет, ну это так, знаете, так в полушутку. Так вот, может это все вот это вот и задумано под вот это, да, что сейчас мы тут подлатаем на паузу, ну как бы и все, да, и ничего не будет. Так то, что вы говорите, оно как раз и вписывается в так называемый европейский план. Это безусловное перемирие. Но кремлевские на это пока не пошли, надеюсь, не пойдут. Потому что никто не скрывает, для чего будет использоваться безусловное перемирие. А относительно того, как могут избавиться от Зеленского, ну, я думаю, постараются все обставить очень легально и конституционно. И я думаю, здесь Путин не зря намекал про то, что, ну, Зеленский, и с ним разговаривать нельзя, он нелегитимный, а вот единственный орган власти – это легитимно, это Рада. Поэтому вполне возможно, что организуют какой-нибудь путч в Раде, Зеленского берут, временно президентские полномочия перейдут, по-моему, главе Рады по Конституции. Тот назначит выборы даже в военное время. Наверное, в день там выборов стрелять не будут ракетами и шахедами. Я думаю, тут же десантируют в Украину обратно либо Залужного, либо Усика. Ну, Залужный уже приехал почему-то. Уже, да. Да. Там, по-моему, под него и хасиды уже партию сварганили, а-ля «Слуга народа». Вот. Поэтому, наверное, будут делать так, если уж дойдет до этого. Но просто, понимаете, не делают так люди, если все что-то идет к мирному плану, Нет, не делают, а ничего не идет. не исключают русский язык из вот этой, ну вы поняли, с перечня языков под защитой хартии европейских. Короче, оно никак на жизнь не влияет, но Еще юридически раз, так не это делают, стандартное. понимаете? Ну, слушайте, есть, Улицу есть Лаврскую, на которой Киево-Печерская лавра стоит в городе Киеве, не переименовывают на улицу Мазепы, а у нас переименовывают. переименовывают, потому что это все прекрасно вписывается в стратегию расчеловечивания врага и канцеляции русских. Ее никто не отменял, она продолжается. Поэтому все идет на самом деле как и шло, и никакого мира, я не думаю, в ближайшее время не будет, пока одна из сторон не капитулирует. Кремлевские вроде пока не собираются, судя по действиям и по словам. Мгм. А Украина тоже. Потому что, ну, Трамп Трампом, американцы американцами, но еще раз Британская империя никуда не девалась, а пока что американцы у них работают вышибалой. Поэтому поговорит, ну,
Рубио, что надо, ему напоет. Причем, заметьте, это вообще это бред какой-то, да? Рубио общался с украинцами, с украинской делегацией. 28 пунктов свели к 19, что-то такое. Ну, это с Ермаком, да. Да, что-то там они общались, я уже этот бред, на самом деле, так не особо отслеживаю. Что мне бросилось в глаза, что потом, когда украинская делегация полетела общаться с Руби во Флориду, там уже сидел Уитков. То есть Трамп, Трамп доверяет только Уиткову и своему этому зятьку. А получается, да. Ну вот реально, а как еще? Ну, Да. вы представляете какой-то террариум единомышленников там? И сейчас на самом деле реально И взялись Рубио, за... заметьте, как поменял риторику. Очень сильно поменял. Говорит, вот там мы давали шансы, если нет, то пускай просто тогда воюют. Мы там, Ну, понимаете? То есть, потому что ребятам объяснили, что вы знаете, что тут нес Келлог и вся ваша разведка, все это чушь собачья. Вы теряете ЧВК. И они так все забегали. Но самое интересное это в том, что реально начался процесс атаки на Петьку Стакана. Он совершил военное преступление. Соответственно, это потом может перейти на Трампа. В Сенате уже пошло. В Конгрессе, прошу прощения, пошел процесс. И ходят упорные слухи, что Петьку Стакана заменят на министра, министра армии, который к вам прилетит, новый, Дрискл. Дрискала. То есть, как бы разгром и шатание везде. И еще раз, ну, все, что осталось от империи на данный момент, это некие, скажем так, общие установки и общая игра на международной арене, скажем так, великая шахматная партия. Я по поводу партии шахматной хочу добавить информации, с вашего позволения. Это же какой лютый разгром. Разгром Трампа. Значит, смотрите, сегодня Белый дом выпустил короткое сообщение, они так любят, да, там типа аудио, левит обычно, ну, вообще, как бы, короткие, в общем, такие месседжи, да, ну, сообщение. Как бы, все, собственно, одной строчкой. Значит, при посредничестве Мелании Трамп в Украину возвращены, там что, 6 девочек, 1 мальчик, короче, дети возвращены и воссоединены с семьями в Украине. И это все вот так вот подали, и все такие, о, ну понятно, да. Ну сейчас у нас Ермака нет, так бы Ермак бы переписал бы, подякував, все, в общем-то, радуются. Ну вот смотрите, 6 из России забрали, передали. Но в этот же день, поймите, пожалуйста, почему это такой лютейший просто удар? Это вот просто. Выходит, есть такая группа расследователей журналистских расследований «Следство.Инфо». Ну, они там коррупцию изобличают и всякую остальную ерунду. То, что считалось ерундой до Али-Бабы, да, а тут резко решили как бы на этом играть, потому что американцы взялись. Короче, «Следство.Инфо». Значит, проект был в Украине. Как название такое еще благостное у него, типа там «Дети», «Лето без войны» или «Детство». Это в Турцию посылали, когда Да, дети... «Детство без войны» курировала проект Елена Зеленская, руководитель этого проекта получил орден за заслуги. Значит, в начале войны 3500 сирот и сопровождающих, ну это общее число, сироты и сопровождающие из Днепропетровской области отправили в Турцию. Размещение, содержание на побережье, там, фонд бизнесмена, который, собственно, орден получил, шостак такой есть, название такое «Детство без войны». Журналисты получили отчет омбудсмена о визите в турецкие, собственно, отели в марте 2024 года. Секс-рабство. Значит, зафиксированы случаи психологического давления, недопустимого обращения, ситуации, которые привели к серьезным последствиям для нескольких воспитанниц. На тот момент две из них, 15-летняя Настя и 17-летняя Илона, вернулись беременными в Украину от сотрудников отеля.
Ну, турков. нашли куда посылать в Турцию. Значит, 7 детей в рамках проекта, значит, подтвердили журналистам факты, которые в этом отчете есть, да, и, в общем, они сами с девушками, которые в Украине уже детей родили от турков. Их, ну, они же сироты, детки. Беременная, беременная, привезли в Украину и в ПТУ отдали учиться. Ну, сирот куда отправляют? В ПТУ. Значит, мужчины, они работали в отелях, они с ними общались на территории гостиниц, за пределами, воспитатели об этом знали, в общем, никто ничего не делал, ну, и, в общем, вот так и получилось. Нагуляли, ветром надуло детей. Значит, никто не интересовался судьбой детей этих сирот, отправили в свои учреждения, там, дома семейного типа и так далее. Также рассказывали, что их в Турции регулярно к съемкам и публичным мероприятиям привлекали. По словам воспитанников, участие в роликах, выступлениях не было как бы свободным, из-под палки. Детей заставляли на сцену выходить, танцевать, изображать радость, для того, чтобы снять для фонда классные ролики и запилить под гранты, ну или там под отчетности. Вот это вот детство без войны, это, короче, такой позор, понимаете? Ну, извините меня, конечно, но Ленок-то засветилась еще пару лет назад, когда она в сотрудничестве с известным французским мыслителем и цветным эволюционером по совместительству засветилась в торговле детьми. Так что ничего удивительного. Детям еще повезло этим. Поэтому, Просто понимаете, что вы нет, хотите? смотрите, вы же видите, как они Меланию Трамп подтягивают, они с этими детьми вообще не могут, ну, расстаться и как-то так нормально, тихонько заниматься. Ну, правильно, но это же папочка приехал. Ну, из этой серии. Они же видят, что у европейцев это сработало на какое-то время. Помните, Рюте? Папочка приехал. У Кремлевских сработало. Гениальный Трамп, там, иконки, картины, еще что-то. Ну, и украинцы решили тоже, наверное, зайти к нему через жену. Мелания Трамп. А тут дело Эпштейна, материалы, переписка. Весь мир узнает, откуда взялась Мелания, кто она такая. Ой, мама родная, это вообще цирк, конечно. По-другому не скажешь. Да, друзья, значит, переходим к вашему голосованию. Единственное, что есть вопрос, что с рублем происходит. Многие спрашивают, я потом Все предварю. нормально. Как это? 75? Ну да. Ну, на пике или как? В одномоментно. Крутой пике. А чего вы так против, что рубль дорожает? Ну, бюджету хана. Как говорят на Украине, вы подивитесь, да? С января Центробанк и Минфин увеличивают продажи золота и валюты в несколько раз. Тут же выходит глава Минэка и говорит, что крепкий рубль – это плохо. Ну, действительно плохо. Это сдерживает инфляцию, но убивает вообще какой-либо... Во-первых, убивает бюджет, потому что когда у вас инфляция, рубль падает, поскольку валюта баланса рублей у бюджета собирает больше, дыр нет. А тут и так огромная дыра. И они промахнулись на 30% с прогнозом сбора налогов. Привет вам, ребята, от Лафера. А тут еще крепкий рубль. Так что? Ну что, вот британцы как раз это британская мягкая сила. Британская клиентела работает. Кроме шуток. Поэтому британцы на самом деле не все же говорится, не все же показывается. Поэтому они пытаются хоть как-то оттянуть время конца Украины. Надеясь на то, что ну, с таким мудрым руководством экономика России таки рухнет. Да, итак, подводим итоги нашего опроса. Признает ли Запад новые границы между Украиной и Россией? Да, и все закончится. 13%, по 28% плевать, границы лишь начали менять, дальше будет вообще существенно все меняться. Значит, де юре не признает никто, а так, конечно, да, де-факто все закроют глаза, но де юре не будет признания. Ну и 32% США признают, Европа нет, и будет все это тлеть и продолжаться. Ну вот так проголосовали люди, Степан Геннадьевич.
Я остаюсь при своем мнении. Если поменять только все закончится и признают. Они признают, все закончится. Ага, хорошо, все закончится и признают. И Друзья, признают. переходим к сессии ваших вопросов к сегодняшнему эфиру заблаговременно. Начнем с сообщества в Телеграме, закрытого клуба зрителей, потом сообщество YouTube и перейдем к чату. Поехали. Андрей, Степан Геннадьевич, наличие Кушнера на переговорах – это не признак ли того, что не об Украине говорили, а об Израиле? На мой взгляд, там для Трампа ситуация более критична, чем вокруг Украины. А что они могут говорить по Израилю? Ну, политика, скажем так, России, Китая по Израилю, она не на словах, а в деле. Там бесполезно что-либо говорить, потому что решение принимается на совершенно другом уровне, а не на уровне непонятных Кушнеров, Нетаньяху и прочих. И оно принято. Я о нем давно сказал, как решение. Дима, мужчины, спасибо за эфир. Степан Геннадьевич, вот вы всегда говорите, что Израиль проиграл, Иран выиграл. А в чем выражается проигрыш Израиля? И какие плюсы получил Иран от выигрыша? Или я вас неправильно понимаю? Смотрите, была попытка смены режима в Иране по сирийскому сценарию. И были задействованы вообще все только ресурсы, все наработки за не один десяток лет. В результате они получили обратный эффект. Общество сплотилось вокруг государства, вокруг флага, стандартный эффект. Это первое. Все их наработки за многие годы были более-менее раскрыты и выявлены и зачищаются. Причем очень жестко зачищаются. В военном плане, ну, казалось, что, как, в общем-то, и говорилось заранее, у Израиля и США нет никакого ПВО. Все это старое барахло. И там не железный купол, а дырявая кипа, даже четырехуровневая. И я хочу вам еще только отметить, что Иран только под конец начал использовать свои новые ракеты. А что это такое? Ну, если угодно, это такой аналог боярышника. Потому что на нескольких пленках, нескольких записях совершенно четко видно, что, во-первых, летит нечто, оно начинает резко ускоряться, обходит просто проход через ПВО. И потом, когда это прилетает уже, скажем, в бункер под каким-то небоскребом в Тель-Авиве, видно, что пролетает раскаленная до оранжевого цвета болванка. То есть это реально мощнейший гиперзвук, против которого, ну, ПВО бесполезно. Поэтому Иран, в общем, показал всему миру, что Израиль можно долбить вместе с американцами спокойно, без каких-либо серьезных последствий. Все посмеялись, кто видит и кто в теме, над американцами, об их уничтожении ядерной программы Ирана. Это просто смехотворно. Это издевательство просто над здравым смыслом. Они просто выставили себе посмешище, на самом деле. И Иран еще очки достаточно хорошие собрал, именно что Иран первая страна, которая ударила по американской военной базе с момента завершения крупной военной базе, командному центру, одному из командных центров Сеткома, после завершения Второй мировой войны. Поэтому в военном плане и в, скажем так, идеологическом плане Иран полностью победил Израиль, потому что Израиль всегда базировался на том, что бойтесь меня, мы тут вас всех сейчас поимеем, и нам за это ничего не будет. А Иран просто их поимел. Грязно, жестко. И Израиль запросил о завершении войны. Они стали запрашивать о завершении войны уже на 4-й день. Когда они поняли, что операция по смену режима провалилась, и теперь им начинают делать новенькое блестящее дупло. Так, какие нынче прогнозы по динамике цен на квадратный метр бетона в России следующие Без 2-3 понятия. года? Не Без знаю. понятия. Степан Геннадьевич не в курсе, какие прогнозы на бетон в России. Значит, дальше рубль будет укрепляться, спрашивает Без пользователь. понятия.
Тоже без понятия. Ну, то есть 60, не? То есть эти вопросы просто можно даже не задавать. М. Хорошо. Значит, поехали дальше. Сообщество YouTube. А, Здравствуйте. Задайте, пожалуйста, Димуре вопрос. Что он думает, Владимир пишет, о перспективах экономики Украины и курсе гривны в ближайший год-полтора? Западные партнеры денег не дают. Россия может в любой момент положить энергетику или подорвать фронт. Скандалы с коррупцией с возможным непонятным продолжением. Смотрю на банковскую карту, а там хороший такой лимит кредита в гривне. А не использовать ли его мне на всю сумму? Сделать рассрочку на 24 месяца этой суммы и выплачивать его равными небольшими частями и для меня. Или что там, накупить чего-то. Чует сердце, что все посыпется, и гривни в течение 2 лет точно что-то произойдет Ну, 100%. ну, скажем так, покупать что-то не нужно, да. В такой ситуации самое главное быть ликвидным. И самое главное иметь то, чего нет у остальных деньги. Поэтому все, что могу вам посоветовать, это взять кредит, в данной ситуации в гривнах, разумеется, и купить доллары или золото. Людмила, как вы видите ситуацию по Венесуэле? Война все-таки будет или Мадуро удержится? Ультиматум завтра же истекает. Я думаю, что Мадуро, ну, вернее, китайцы на этот ультиматум положили. И у меня остается впечатление, что, наверное, и Петьке Стакану, и Трампу смогли объяснить, что такое Венесуэла. Просто для сравнения, что примерно такие же силы, в смысле военно-морского флота, авиации и морпехов и десантников были задействованы американцами во время смены режима в Панаме. Я надеюсь, что им смогли объяснить, что Венесуэла – это не совсем Панама, а в несколько раз больше. И то, что все их попытки, скажем так, организовать и возбудить, во-первых, венесуэльскую оппозицию, чтобы они принесли тушку Мадуро, скажем, доставили на авианосец, они, очевидно, провалились. И Мадуро на самом деле пользуется достаточно серьезной поддержкой среди населения. Это первое. Второе – это ландшафт, это джунгли. Весьма специфическая организация городов. То есть, если американцы то пойдут, в принципе, там партизанское движение может продолжаться вечно. И второе, тоже немаловажный фактор, на мой взгляд, это то, что американцы реально достали всех в Латинской Америке. Реально достали. Колумбийцы, граница с Колумбией открыта практически. Колумбийцы с радостью повоюют с американцами на венесуэльской территории. Поскольку там джунгли, то есть трупов будет у американцев очень много. Возможно, это Трампу донесли, что, слушайте, так рисковать перед промежуточными выборами, наверное, не совсем разумно. Поэтому, если что-то и будет, я думаю, будет попытка просто физического устранения Мадуры. Благо, Трамп уже разрешил ЦРУ проводить операции по устранению наркоторговцев и наркокартелей. Василий Теркин. Приветствую вас, Александр, Степан Геннадьевич. Посоветуйте, пожалуйста, произведения, на ваш взгляд, являются, которые интеллектуально насыщенными, с философским подтекстом, сложной нарративной техникой или такой полностью, плотностью смыслов, что к ним хочется возвращаться. Сейчас вам мозг взорву. Почитайте на Адама Смита. Почитайте фон Мизеса. Human Action. Вообще, австрийцев почитайте. Но там тяжело. А что-нибудь более современное, ну, есть такой замечательный экономист Антал Фикете. Его почитайте. Он был изгнан австрийской школой за... Его предали анафеме, поскольку он посмел усомниться в важности и пользе от Центрального банка. Института Центрального банка. Поэтому там все нормально с насыщением. Особенно у Адама Смита.
Давайте попроще вопрос. Степан Геннадьевич, как татарин интересуюсь, какое соленое сало вкуснее, по-украински засоленное или по-белорусски? Я думаю, по-украински. Вот что не отнимешь у хохлов, так это умению готовить вредную пищу, как нам говорят врачи, на самом деле очень полезно. Потому что если вы не кушаете сало, у вас всегда будут проблемы с легкими. Если вы также не кушаете жирную пищу, сейчас врачи встанут раком на дыбы, а я над ними посмеюсь, у вас будут проблемы с холестерином. То есть высокий холестерин. Поэтому кушайте жирную пищу. Полезно для всего. Добрый вечер. Простой вопрос. Если воевать будет Европа и Россия, то как будет выглядеть эта война? Вот как в Украине? Фронт, пехота, танки, грязь. Или ракеты, дроны между Россией постреляют, как и Иран с США, ну и все закончится. И почему все думают, что Польша будет первой жертвой России? Никто не говорит о том, что фронт может проходить в Белоруссии. Но он будет проходить, я думаю, ну как, белорусско-польская граница. Прибалты лягут сразу. Поэтому я не думаю, что на самом деле, во-первых, что война будет, а если будет, то, я думаю, начнется с ракетных ударов, у кого-то превентивных, у кого-то ответных, после чего европейцы очень быстро поднимут лапки. Они не привыкли жить без электроэнергии, у них все сразу встанет, тут же встанут все их поставки газа, поскольку многие газовозы взлетят на воздух вместе с терминалами. Так что, думаю, при умелом руководстве и использовании тех военных ресурсов, технологий, которые есть у России, это, в принципе, все закончится достаточно быстро. Но я думаю, что повторится история с Киевом за 3 дня. Ну, потому что, судя по всему, Гельстат наш ничему не научился, да уже не может научиться в таком возрасте. Значит, Степан Геннадьевич, на ваш взгляд, какие Россия может предпринять механизмы контроля для соблюдения условий, например, относительно языка, антироссийской полемики, УПЦ и так далее, там, где Украина может кивать гривой и продолжить то, что начали? Спасибо. Никаких, я уже говорил об этом. Единственный выход, к сожалению, в том, что есть Украина, есть проблема. Нет Украины, нет проблемы. Потому что договариваться с Украиной, с Западом, это опять надуваться, как говорят некоторые политики. Степан Геннадьевич, какая синагога будет праздновать в случае победы Украины, Днепропетровская или Московская? И наоборот, в случае победы России. В чем тогда разница и смысл миллионных Вот я жертв? тоже хотел спросить, если бы мне кто-нибудь разницу объяснил. Они все будут праздновать, они как раз те, для кого война мать родная. Лина Востроилова, почему Путин не обезглавил Банковую? Думает о долгосрочной перспективе стратегически? Похоже, единственные страны, которые могут спасти Украину, Россия и Беларусь. Россия сделает из Украины союзное государство с сохранением названия или нет? Отстроит ее и будет владеть без потребности полной военной победы, простого захвата территорий. А Трамп воспользуется ее активами уже через экономические договоры с Россией, а это интерес и мнение Европы не имеет значения. Это и есть капитуляция? Нет. Еще раз я высказываю собственное мнение. Оно сильно отличается, я думаю, от мнения кремлевских. Оставлять Россию, оставлять Украину как некое целостное образование – это опасно. По одной простой причине, что есть западная мягкая сила, так называемая, есть российская. Как работает российская, мы видели на примере так называемой русской весны, на примере подготовки к вторжению и тому подобное. Ну, на примере вообще той же Средней Азии или планов по возвращению соотечественников и тому подобное. Как работает британская мягкая сила, мы тоже видим по всему миру. Пока работает прекрасно, как часы. Поэтому, скажем так, контролировать не прозападную администрацию в Киеве не удастся. Никак.
Соответственно, вопрос-то возникает, а нафига нам вообще территории к западу от Киева? Мгм. Население там враждебное по-любому. Да и киевская территория тоже уже враждебное население. Ну, для этого есть западные союзники, это западные партнеры, это Польша и Венгрия. Значит, подскажите, пожалуйста, а мадам Брошкина– это засланный агент? Как вы считаете, кем? Спасибо за ответ. Ну, я ее рассматриваю, честно говоря, как британскую клиентелу, весь этот ЦБ и Минфин, потому что достаточно посмотреть элементарный поиск по интернету дает очень интересные сведения о том, где учились, куда ездят, с кем проводят время, руководство ЦБ, зампреды всякие и тому подобное. И то же самое касается Минфина. Я вам просто расскажу историю собственного опыта, когда я еще имел глупость ходить на всякие фрик-шоу. То есть на одном из этих фрик-шоу обсуждался Международный фонд. И был там некто Старчак. Если помните, это был зам Кудрина, который, судя по всему, за него сел по делу о возврате кредитов, что-то такое, уже не помню. Короче, он год, по-моему, сидел. И вот он, как говорят, в российской элите откинулся, вышел на свободу и, значит, стал ходить по ток-шоу. И вопрос мне, я помню, очень хорошо был задан по поводу эффективности работы МВФ и их политик. Ну, что я сказал, ну, есть прекрасный пример, та же Мексика или Аргентина, любимые дети МВФ. э, Посоветовал публике и зрителям почитать дневники экономического убийства, чтобы понять и разобраться в деталях. Мама родная, что случилось со Старчаком? Он просто аж взвился, покраснел. Наверное, меня просто как вошь паскудно удавить хотел. Вот такая клиентела сидит в Минфине. Поэтому, да, я считаю, что это одна из составляющих гибридной войны с Россией. Значит, по поводу гибридности войны, там, победы, Петр спрашивает, в бушующем политикуме плане дипломатического установления мира с Россией победа России не заложена вообще. Ведь предполагается замена Да. Зеленского на кого-то другого. А этот кто Да. другой определенно будет от Вашингтона или Лондона. А когда главу противоборствующей тебе стороны ставят твои соперники, какая ж победа? Согласны с этим? Да. Ну, поэтому я говорю, что есть Украина, есть проблема. Нет, проблемы нет. Либо Елена, она остается Украина. Понимаете, здесь даже не столько Украина, а Украина как дееспособная единица, как ЧВК. И когда говорят там, особенно украинские политологи, западно рассуждают о каких-то гарантиях безопасности Украине, там большая армия, еще что-то. Ребят, вы извините, но вы дебилы. Вы не понимаете одной простой вещи, что лучшая гарантия безопасности Украины, которая может быть, это ее никчемность для всех. В чем она может заключаться? А никчемность для России. Она не представляет угрозы. Что это значит? Ну, как минимум, она не изведена до значительно меньшего размера. Черноморское побережье полностью отобрано. И Украина там где-то к западу от Киева существует как государство. Тогда, по большому счету, она угрозы никакой представлять не будет. Будет ли она представлять интерес для Запада? Нет. Она Западу тоже не нужна в а такой мере. почему? Подождите. Она недееспособна. На Черное море не выйдешь. Население, там, кот наплакал, какую-то армию соберешь. Когда, опять же, маленькая территория, все под обстрелом, уничтожается все на раз-два. Какой смысл? Это вам не огромная Украина. С огромным, уже не огромным, но существенным мобилизационным ресурсом и огромной территорией. Ну, а это маленькое какое-то вот образование чисто формально существует, Украина называется. И никому она не нужна, и никто ее трогать вообще не будет. Вот единственная гарантия безопасности, на Ну мой вот взгляд. пишет в чате трансляции харьковчанин: Димура, ну что ты мелешь, какая война с Европой? За 4 года до Краматорска не дошли. Ну, я вам так скажу, что, во-первых, это идет полноценная война.
война очень сильно изменилась, потому что стали применяться дроны. Это приводит к тому, что никаких крупных прорывов а-ля Брусиловского там, или времен Второй мировой войны невозможно. Из-за того, что невозможно организовать соответствующую логистику, логистическое обеспечение для такого прорыва. Это первое. А второе, посмотрите на количество воюющих войск. Ну, на такую линию фронта. Она очень маленькая. Там 400-500 тысяч нашей страны. Далее, все эти линии обороны, которые вот мы только-только практически все прошли, еще осталась одна, но ее уже прорвали. Они строились с 2015 года. Идет война дронов. Здесь численность еще армии важна. Она очень маленькая пока что. И самое главное, посмотрите, когда началось более-менее что-то приближенное к реальным боевым действиям со стороны России. Год назад. Это вынос логистики, это вынос энергетики, это вынос вообще всего и вся. Как воюют американцы, как воюет НАТО, как они воевали в Ираке, как они воевали в Югославии, как они воюют везде. Мы даже еще не приблизились к этому, хотя все возможности есть. ПВО на Украине уже там 6 месяцев его нет практически. Он уничтожен. Поэтому 4 года, ну, знаете, Краматорск – это замечательно просто. Смотрите на боевые действия, которые велись. А самое главное, посмотрите на первые 3-4 месяца войны. Что вошло в Украину и что сейчас просто мочит ВСУ. Это небо и земля. Если вот сейчас армия в таком состоянии входила в Украину, ну, я думаю, там бы Киев быстро взяли. Элементарно. На Киев пойдет еще Россия, спрашивает Елена, и как это будет Все будет выглядеть? зависеть от... Я думаю, что придется. Потому что Запад не отступит. Мгм. Ну как, понимаете, вы посмотрите, еще раз повторюсь. Посмотрите и задумайтесь, зачем сейчас выносится энергетика и обесточиваются большие города. Зачем? Центры. Чтобы население ушло. Чтобы, во-первых, население не использовалось как живой щит, чтобы можно было сносить все и все. А во-вторых, я не думаю, что будут входить в города, их просто будут брать в окружение. Так, Ну, а потом подождите, а мобилизационно. куда населению деваться? А это вот вопрос населения, вопрос к властям украинским. Куда они будут девать население? Они его используют как живой щит. Ребята, это ваши избиратели, ваше население, вы разбирайтесь. Будут просто окружать города, и поскольку там населения будет очень мало, ну, ВСУ будет умирать с голода. Не будет никто брать большие города, штурмовать, их просто будут окружать. Здравствуйте, какую роль может сыграть в переговорах Лукашенко, спрашивает пользователь из чата. Ну, если верить сообщениям и заявлениям американской стороны, самого Лукашенко, он выполнял и выполняет в каком-то смысле роль Виткофа. Только Витков объясняет Ушакову, как подкатить к Трампу. Витков для бедных, да? Да, вот, Витков для бедных. Да, 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 в точку. Вот это вот роль Лукашенко. Лукашенко также объясняет американцам, как правильно подкатить к Путину. Ну, разумеется, после согласования с Путиным. Смех и грех. Так, как вы смотрите на Приднестровье, что будет с этой республикой, спрашивают в чате. Ну, я думаю, ситуацию качнут. Вроде как Евросоюз обеспечил победу на выборах того, кого нужно. Вроде там, ну, я думаю так, будет мощнейшая провокация, будет мощнейшая эскалация. А смысл я не вижу. Вот со стороны вот Запад там что-то, скажем, сделает или... Ну, хорошо, предположим, вы оккупируете, Запад оккупирует Приднепровье, ну, с помощью Украины. Дальше что? Ну, дальше что? Ну, еще разберетесь с Гагаузией.
Дальше, что это каким-то образом изменит судьбу Украины? Нет. Типа это будет пощечина кровавому режиму. Ну, ложить он уже хотел на ваши пощечины, по большому счету. Как это изменит расстановку сил в Украине? Никак. М, А, возможно, это послужит, скажем так, неким ускорителем для аннигиляции Западной Украины. Возможно. Это поможет вашему делу спасения Украины? Нет. Но они на это пойдут. Степан Геннадьевич, как вы думаете, верен ли прогноз Маска, что из-за развития робототехники и искусственного интеллекта через 5-10 лет работа будет максимум у миллиарда людей, а остальные 7 будут без работы? Я думаю, Маску надо слезть с тех веществ, на которых он сидит. Уж слишком больно они изменили его сознание. Нет, я так не думаю. Еще раз, весь этот хайп с ИИ непонятным. Это не ИИ даже, это не интеллект, это, как бы так правильно назвать, чтобы никого не обидеть. А, это помощник. Это не интеллект. С роботами это все замечательно, прекрасно. Но, вы знаете, роботы уже не один десяток лет работают на многих производствах. И как-то, в общем, миллиарды не лишились работы. Ну, а то, что вы там к роботу приставили две ноги и научили его более-менее держать равновесие и ходить, ну, замечательно. Просто поймите, для выполнения многих функций это не оптимальная конфигурация с инженерной точки зрения. Когда вы смотрите на Маска, надо понимать, ну, простую вещь. Во-первых, это массовик-затейник. Во-вторых, корпорация Тесла одобрила план по вознаграждению Маска в $1 триллион, если капитализация Теслы там, за 5 лет вырастет, я уже не помню до какого ужасного огромного значения. Потом вы посмотрите на тот простой факт, что капитализация PE, Price to Earnings, у Теслы под 300. Под 300. Это компания, которая основную свою выручку делает от продаж автомобилей, которые модельный ряд уже давно не обновлялся. И китайцы, мягко выражаясь, имеют Теслу во все только дыры. И по цене, и по качеству, и по количеству, и по разнообразию. Разумеется, Маску нужно продвигать какие-то великие будущие проекты, толкать хайп всячески. Там и на Марс полететь. Что-то пока у нее, думаю, в ближайшее время не сложится. Слушайте, ну с другой-то стороны, триллионную зарплату как Это объяснить? нет, это не триллионная зарплата, это вознаграждение за, которое он получит при условии. Поэтому капитализацию нужно догонять. Как нагоняют Ясно. капитализацию? Хайпом. Мгм. Вот у нас тут То есть супер он роботы. не получил еще, имеется в виду? Нет. Просто люди, когда вы ознакомьтесь с планом, то есть он получит компенсацию на $1 триллион различными видами там, и опционами, и акциями, если капитализация Теслы через 5 лет превысит там что-то астрономическое. Ага, ну и поэтому ясно. Мгм. Поэтому надо хайповать и разгонять акцию. А зачем? Вот пошел ну, вот зритель пошел с такими жизненными вопросами, Степан Геннадьевич. Зачем Долина продала квартиру, а затем ее решила вернуть? Она реально жертва мошенников или просто шизанутая? Вернет деньги добросовестным покупателям или по эффекту Долиной не положено? Ну, Долина непростая дамочка. Начнем с этого. Скорее тут нужно рассматривать не действия Долины, а действия судов, которые, во-первых, их решения, на мой взгляд, противоречат не только закону, но и вообще здравому смыслу. Поскольку никто не отрицает, что сделка была заключена. Человек получил квартиру, Долина деньги, никто что не отрицает. Хорошо, потом сделка аннулируется. Соответственно, если сделка аннулируется, то права собственности возвращаются Долина, а деньги тому, кто купил квартиру. Как говорится, где деньги, Зин? Поэтому, понимаете, можно там много говорить о том, что Долина в сговоре с застройщиками, Мгм. чтобы навести шухер на рынок вторички. Ну, это же суды наводят шухер, а не Долина. Вопрос-то к судам, которые принимают такие решения. Ну, вот якобы
Верховный суд сейчас расставит все точки на «и». Ну, на данном этапе, на мой взгляд, это противоречит и существующему законодательству, и это противоречит просто даже духу и букве закона. Но, тем не менее, это никого не смущает в российской судебной системе. Ну, тут проще, конечно, говорить, доля на такая, доля на сякая, там, доля на Да, такая. слушайте, ну, Тут она не просто... ангел, да, ну просто, как ее теперь правильно называют, нулевая старушка. С нее все началось. Ой, старушка, процентщица. А, Степан, в первый срок Трампа вы его хвалили, сейчас нет. Что он, по-вашему, должен сделать, чтобы вы опять к нему хорошо относились и хвалили его? Ничего, он свою миссию выполнил, он, простите, гондон БУ. Теперь от него будут избавляться. Так, смотрели ли вы, Степан Геннадьевич, документальный с Рубио фильм «НЛО. Эпоха разоблачения 2025»? Якобы идет невидимая гонка между США и Китаем. No reverse engineering, технологии инопланетян. Это вброс? Я не знаю насчет китайцев, но американцы занимались обратным инжинирингом этих технологий там с конца 60-х. Что и видно по всем их изобретениях и патентах в сфере полупроводников. А, Китайцы, они просто копируют то, что делают американцы, и улучшают. Ну, в силу своих возможностей. а первоисточник инопланетяне? Я думаю, да. На самом деле в фильме «Терминатор», там «Терминатор 2», по-моему, как раз этот момент очень хорошо обыгран. Там, где вот это «мне нужна твоя одежда». Нет, ну нет, это уже библейские истории. Я имею в виду, где он пришел в лабораторию уничтожить самого себя, остатки самого себя из прошлого. Да, как тут у нас пишут в чате, конечно. Нет, друзья, спасибо большое за хороший добрый комментарий. Вот пишет спонсор канала. Поддержку. Спасибо за то, что там вот и чат приветствуете, и эфир приветствуете. Не стесняйтесь ставить лайк, не стесняйтесь писать по-хорошему. Степан Димура ждет вас на своем телеграм-канале. И также обратите внимание на ссылочки. Там будут свежие, крайне свежие, будущее, грядущее, прошедшее. Короче, заходите на семинары к Димуре тоже. Мне нравится. Самое главное, у меня теперь появился даже сертифицированный канал YouTube. Потом ссылку. Сертифицированный. Да, то есть лично. Да, это там все мое. Все Степана. Поэтому, друзья, значит, Ссылка будет. ссылка будет обязательно. Всем большое спасибо. Тут пишут: да ну нахи. Вот. Да ну Не нахи. Ганунахи, а Анунахи с планеты Наебиру. Не путайте. Да, друзья, всем большой привет. Спасибо большое за то, что были сегодня в этот четверг с нами. Степан Геннадьевич, спасибо за время и мысли. Спасибо вам. Встретимся в следующий четверг. Берегите себя. Традиционное мое добра и света, несмотря ни на что.